Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Дудкин на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, рад видеть. Да, взаимно, Юрий Анатольевич. Ну, такие ужасные события происходят на самом деле. Львов, вот все еще как бы обсуждают Фарион убийство, там судят этого хлопца, как новое душегубство и Порубий расстрелян на одной из улиц. Я с этого предлагаю начать, потому что кажется, что это очередная веха, ну вот что-то меняется. Кто такой Порубий, все прекрасно понимают. Националист, он возглавлял СНБО, он был спикером Верховной Рады, он был комендантом Майдана, и сразу уже многие начали вспоминать его и изречения, и вот этот весь 14 год. Многие из людей, которые следят за событиями и анализируют их, вообще нас отправляют вот то, что мы сейчас переживаем в контексте российско-украинской войны в 2014 год. И Порубий был фигура тогда, достаточно знаковая. Он был там рядышком, когда выносили из гостиницы Украина, да, вот, ну вот оружие, которое было использовано, он там рядом стоял, да, он много заявлений делал, и, собственно, его карьера вот оборвалась вот в такой, ну, такой способ, да. Причем он был депутат, молчал, в основном, очень редко делал какие-то заявления, но чем-то вроде как занимался во Львове, да, и это могут связывать с его деятельностью непосредственно в этом городе. Однако все равно знаково, что это именно сейчас произошло. Какие мысли у вас по этому поводу и почему вдруг, ну, стал Львов, ну, вот таким опасным местом? Да, интересные вещи, конечно, происходят. Ну, интересные и заодно, так сказать, все мы люди, как говорится, ужасные, конечно, с точки зрения того, что страна находится в хаосе. И то, что эти убийства будут продолжаться, я об этом говорил не раз. И опять говорю, что звонкие убийства будут продолжаться. Порубий был не просто националистом, он был отпетым нацистом, русофобом, причем рафинированным. В конце 80-х годов, я так кратко напомню его биографию, он с сотоварищами, опять же, по Галичине, они создают партию, причем очень созвучную с Национал-социалистической рабочей партией Германии, НСДАП. Только они ее называли Соціал-національна партия Украины. То есть уже тогда, так сказать, еще не остыло, так сказать, тело, остывать уже начало тело Советского Союза, а господин Порубий во Львове с сотоварищами уже мечтали о том, когда нацизм украинский в стране будет в ранге государственной политики. Ну, что, собственно говоря, затем и подтвердилось. Да, вы правильно сказали, в период значит, проведения событий на Майдане при участии многих иностранных спецслужб, иностранных посольств и в первую очередь Соединенных Штатов Америки, он был комендантом, да, это раз. Во-вторых, уже, так сказать, по заявлениям многих очевидцев, он как раз и командовал вот этой группой снайперов, в том числе и грузинских, которые сами, кстати, грузинские участники этого подразделения признавались в том, что руководил ими Порубий. И действительно, захватив несколько номеров гостиницы «Днепр», они там проживали, именно захватив, захват был зданий, как и в то время многих зданий в Киеве. И Порубий потом на требование уже майданной власти, да, что, мол, возмущено сообщество, видите ли, журналистское, что там проживают какие-то вооруженные люди наравне с иностранными гостями. Это будоражит общественность мировую. Их надо оттуда вывести. Порубий пришел не просто так, а с ежедневничком таким, да, блокнотиком в руках. И под карандаш он
было видно просто вот невооруженным глазом. Он стоял рядом с дверью, когда выходили эти снайперы с этими футлярами, где хранятся снайперские винтовки. И фиксировал каждого, кто выходит. Просто-таки считал по головам, дабы не ошибиться, так сказать. Никто бы не остался там, дабы. Так вот, в дальнейшем господин Порубий принимал активнейшее участие в событиях в Одессе, если вы помните, 2 мая 2014 года. Он туда лично приезжал и раздавал бронежилеты, а возможно и оружие. Это не подтвержденный факт, но подтвержденный факт в том, что у многих тех, кто участвовал в этих событиях со стороны Майдана, так называемого, оружие огнестрельное было. Вот. И действительно он засветился в Одессе как также организатор вот этого поджога Дома профсоюзов и делал там ряд громких заявлений. Антироссийских, антирусских, не просто антироссийских, антирусских. Это две, как говорят в Одессе, большие разницы. Вот. Но, как мы видим, события сегодняшние говорят о том, что такие личности, как Порубий, всегда ходили по лезвию бритвы. То есть, своего рода то же самое, что было, например, с тем же Бандерой, вот, когда они внутри своего каганата не могли поделить власть, не могли поделить активы партийные. Бандера конфликтовал здорово очень с Мельником, и партия была, движение ОУН было расколото на два крыла, ОУН-Б и ОУН-М. Вот, и в частности, ОУНовцы-мельниковцы, они, собственно, гестапо издали Бандеру со всеми потрохами, написав на него донос. Ну, сегодня время другое, да, более радикальное, тем более в стране идет война. Вот, и я, в принципе, не могу придерживаться какой-то, говоря о причинах убийства Порубия, не могу придерживаться какой-то конкретной версии. Их множество, этих версий. Известно, что у господина Порубия был охранник. Вот. Здесь мы видим из первых фото, где он лежит на тротуаре, значит, что в него стреляли там 8 раз. Ну, раз стреляли 8 раз, значит, стреляли с дальнего расстояния. Потому что с близкого расстояния 8 раз никто не будет стрелять. Судя по тому, что разбросаны вещи на тротуаре, какая-то сумка туристическая, видимо, все-таки Порубий был один. Вот. Но по тем данным, которые дает украинское МВД, речь идет о том, что в него стрелял какой-то там курьер. Ну, или человек, переодетый в курьера. Вот. В принципе, схема довольно-таки такая версия хорошая, потому что никак нельзя придумать лучше покушение на человека, чем замаскироваться под курьера, которых тьмущая там во Львове ездит, вот, и быстренько скрыться на том же электробайке, на велосипеде. Судя по фото, опять же, могу сказать, что стрелял курьер не очень метко. Почему? Потому что пуля, ну, судя по фото, и количеству крови, которое там, значит, около тела Порубия, пуля попала, скорее всего, в глаз, не на вылет. То есть это говорит о том, что оружие было малокалиберным. Вот. Потому что если бы пуля прошла на вылет, то, естественно, крови было бы гораздо больше. Вот. Ну, что еще о самом Порубии я хочу сказать, что личность непростая. В последнее время, по моим данным, он очень активно сотрудничал с поляками, с Польшей. Вот. Несмотря на то, что он был таким ярым националистом и, как вы говорите, и, скажем, всегда придерживался заветов его великого отца нации Бандеры, где тот призывал уничтожать москалей,
это я цитирую, значит, Бандеру, то, естественно, как бы несовместимые вещи, да, но, опять же, многие источники говорят о том, что он сотрудничал с Польшей и был за то, чтобы к исходу войны на Украине все-таки западные территории Украины отошли к Польше и были под польским протекторатом. Вот об этом, и, кстати, многие польские эксперты об этом тоже говорили. Ну, правда, так говорили скромно, потому что с бандеровщиной в Польше, в принципе, все строго. Там не допускают ни одной минуты, ни одной секунды даже на какое-то сотрудничество с теми, кто придерживается идей Бандеры и Шухевича. Вот. И даже того же Мельника с Коновальцем. Поэтому есть вот такая версия. Вот. Не знаю. Есть также версия о том, что уже, кстати, не прошло несколько часов, а уже есть версия о том, что это работа украинских спецслужб, потому что по Майдану, и особенно по финансовой части Майдана, Порубий был в курсах, что называется, и обладал колоссальным количеством информации, вот, кто, куда распределял эти деньги и сколько их было. Вот, это говорит, кстати, о том, что, ну, как я уже, в принципе, сказал выше, что в самом движении майданном в 2014 году были большие разногласия, когда деньги пошли потоком. Вот когда деньги начинают идти потоком, причем безответственно можно их тратить, то возникает соблазн их стырить, украсть. Вот. И, очевидно, к этому был также причастен и господин Порубий. Вот. Есть также еще версия, очередная версия о том, что те, кто сегодня находится в тени украинской политики, фамилии я не буду называть, и активно участвовали в этом движении на Майдане, также не были заинтересованы в том, чтобы Порубий оставался в живых. То есть он очень многое знал о том, кто и сколько был в посольстве Соединенных Штатов, какие получали инструкции эти политики, эти олигархи, будем так говорить. Вот. И в конечном итоге он был очень невыгодной фигурой здесь сегодня на Украине. При всех тех странных, так сказать, событиях, которые проистекают не только на Банковой, но и в том числе в западной части территории Украины. Юрий Анатольевич, ну вот чтобы каким-то образом объективным быть, уже в Украине говорят о том, что это ликвидация. В российские паблики пишут ликвидация, украинские говорят след Москвы, рука Кремля, война, мол, нынче. Тяжело так. А зачем? Вот я, например, с точки зрения, возможно, каких-то старых моментов, да, или с точки зрения запугивания или еще что-то, возможно, есть, можно притянуть за уши. Но я, например, не очень понимаю, зачем Порубию, активно молчащему депутату Верховной Рады, мало где появляющемуся после того, как его убрали с позиции спикера Верховной Рады, зачем он нужен Москве? Я тоже этого не понимаю. Это вообще такая, скажем, второразрядная фигура с точки зрения политического Олимпа. То есть он действительно абсолютно бесполезен в событиях глобальных, мировых событиях. Он абсолютно бесполезен. Он не решает и не решал, собственно говоря, даже будучи спикером Верховной Рады и секретарем Совета национальной безопасности и обороны, не решал каких-то глобальных вопросов. Одно, чем он занимался, это переименование площадей и улиц. Это я помню точно. Вот. А выдвигать какие-то концептуальные вещи, да, в развитии Украины, в дальнейшем ее пути становления в мировом, так сказать, сообществе, это было не для него, это непостижимо ему было. У него такое было, знаете, хуторянское мнение, да, о том, что все должно, вся Украина должна быть как
Коломыя. Вот в этом духе он мыслил, не более того. Поэтому для Москвы это абсолютно бесполезная личность. Вот я бы даже сказал, что, ну, если бы даже допустить, что спецслужбы российские были заточены на террор и начали бы уничтожать украинских политиков, наоборот, Порубий, наверное, был бы живым интересен для Москвы, так как он действительно, я сказал, многое знает. Но если бы россияне были заточены на террор, у нас есть столько негодяев на сегодняшний день в украинской самозванной власти, которых можно было отстреливать, ну, просто таки по штуке в день. Ну, Ну, понятно, мы не призываем. это я не призываю, Да. да. Но я говорю о, так сказать, вещах, которые вполне, ну, могут быть реальными. Вот. Но, опять же, Андрей Порубей это не та личность, в котором была заинтересована Москва, как о мертвом человеке. А вот о живом человеке действительно в Москве бы хотели с ним поговорить, особенно на Лубянке. Вот. Поэтому это не тот человек, в котором Москва была заинтересована устранить его физическим путем. Ну, мы будем следить там, что с расследованием, найдут, не найдут этого велосипедиста, собственно, самого киллера, заказчика, выйдут, не выйдут. И опять, как всегда, есть версия политическая, есть версия, что это... Много понятно, версий, очень много, да. Рука Кремля, и кто-то говорит, что это там и украинские, как вы, следы в этом всем. Ну, в общем, это целый процесс, будем разбираться. Некоторые говорят, что это местные разборки, потому что все-таки потоки и деньги, волонтерка, гуманитарка, оружие, бизнес на оружии в том числе. То есть разные есть посылы. Александр, ну, я скажу так, что рука Кремля удобнее всего версия, потому что если сослаться на эту версию и на государственном уровне ее узаконить и довести через средства массовой информации обществу, то не надо вообще никакого расследования проводить, понимаете? Ну, так везде, да. Внутренний вопрос, он закрывается. Рука Москвы, все. Если мы вот о том, что происходит сейчас с войной поговорим, кажется, что, ну, наверное, вы и многие другие эксперты на моем канале, многие другие, причем я не отношу себя к людям, которые разделяют вот эту позицию, но вы можете это торжествовать. Миром и не пахнет, никто ничего. В общем, американцы спокойно за деньги продолжают поставки оружия, о чем сегодня сообщили в Госдепе, и очень интересный материал был представителя США в Европе при НАТО, да, то есть о том, что да, вот Дания там патриоты, Бельгия еще там какую-то денежку подкинет. В общем, все нормально. И ракеты там 3000 штук, которые без GPS-наведения высокоточное будут поставляться, передаваться. То есть война прям продолжается. Но тогда, если возникает же очень важный вопрос, если киевскому режиму на Банковой интересно продолжение войны, то а что такой расстроенный Ермак непосредственно вышел от Уиткофа, опять начал говорить о том, что давайте мы за прекращение, ну, в общем, старая песня, то есть по новой, пластинка повторяется. А мы вот за то, чтобы прекращение огня, а потом, хотя это уже отмели, как сценарий американцев. Да и как-то вот сидел там сам не свой, то один на один поговорил, то потом с кислицей. И продолжаются мощнейшие обстрелы. Там вот мне пишут мои подписчики с Днепра, говорят, ну было более-менее тихо, да, а сейчас летит по всему и все на свете. Днепр, Запорожье, Киев, Киевская область, тот же запад страны. То есть мы видим, что идет работа планомерная по выбиванию и железнодорожных узлов и так далее. Украина, понятное дело, отвечает по нефтеперерабатывающим заводам, бьет по Крыму, бьет, ну, в свою очередь. То есть воздушная война приобретает новый виток эскалации. Так что получается? Договорились еще повоевать? Кто с кем? Ермак? Ну, я так понимаю, американцы и россияне, а Ермаку поставили это, ну, как бы перед фактом. Но только почему... Весь мир облетела новость о том, что президент США Трамп согласился с Путиным
говорить и действовать в русле только долгосрочного мира. Вот. То есть никакого временного перемирия Трамп уже тоже не желает. Понимаете? Для чего приезжал Келлог, вернее, Уитков, простите, в Киев, мне непонятно. Не-не, Ермак к Уиткову в США. Ермак к Да. Уиткову, да, простите, да. Это первое. Второе, непонятно, вот для чего Ермак ездил к Уиткову. Большой вопрос. Значит, тут еще один такой немаловажный, я считаю, внешний фактор. Значит, когда Уитков приезжает в Москву, с ним встречается президент России, то есть первое лицо государства, потому что Уитков является спецпредставителем самого Трампа и его ближайшим другом. Когда Украине нужно встретиться с Уитковым, приезжает к нему глава офиса. Это что за бред? Это вообще по рангу такое несоответствие, и не просто по рангу, а по обсуждаемым вопросам и принимаемым решениям на уровне государств. Ну, то есть, что хотел сказать Зеленский? Что раз Уитков ездит в Москву, то он ему не чета, чтобы встречаться с ним. То есть, вот и Ермак есть, секретарь его, пусть он, так сказать, этим и занимается. Ну, странная позиция Зеленского, согласитесь. Я лично это воспринимаю, да и, собственно говоря, наверное, Трамп сам это тоже воспринимает довольно странно, эту позицию Киева. Следующий момент, что касается непосредственно войны, как вы сделали большой акцент на том, что война не просто продолжается, а фаза войны обострилась. Причем, опять же, подчеркну, что бесконтактное ведение боевых действий, а именно не на линии сопротивления, а методом ВКС и дроновой войны, действительно события обостряются. Ну, что касается ведения боевых действий с помощью дронов и беспилотных летательных аппаратов по НПЗ России, я бы не сказал, что они критичны, потому как, опять же, здесь все в одном и том же, так сказать, русле. Нельзя сопоставлять возможности Российской Федерации и в количественном, и в качественном составе вооружений, и Украины. Кто бы это оружие Украине не поставлял, оно проигрывает и по количеству, и по качеству. Будем так говорить. Для Российской Федерации новый тип герани, который они создали, это своего рода и новый вид оружия. Причем, как сказал недавно Путин, президент Российской Федерации, в этом направлении, что касается беспилотных летательных аппаратов и ракет средней дальности, средней и малой дальности, я цитирую его слова, мы работаем ежедневно и каждый час. То есть Путин говорит о том, что научная мысль Российской Федерации не может на сегодняшний день, создав нечто, успокоиться. То есть мы идем, говорит, вперед, и западная мысль, именно европейская, он подчеркнул, не Соединенных Штатов, очень сильно отстает. Нам нельзя, говорит, дать им возможность догонять нас в этом смысле, в совершенствовании своих вооружений. А тем более, если мы говорим, что уже современные боевые действия приобрели всего лишь навсего за 3 года качественные изменения в ведении войны, то, я имею в виду вот именно дроновую войну и беспилотников, то, конечно, Россия уж действительно здесь поднапряглась и работает на полную катушку. В дальнейшем, вот если говорить, да, на перспективу, я не понимаю цели ведения войны со стороны Украины. Нет, со стороны власти украинской я все прекрасно понимаю. Но с точки зрения существования как государства, да,
и ведение боевых действий как государство. Я не понимаю, чего Украина еще, на что она надеется. Вот мне это совершенно непонятно. Во-первых, ресурсы человеческие не бесконечны. На сегодняшний день уже демография в Украине бьет все рекорды по отставанию. Первое место в мире по, так сказать, смертности и рождаемости, и падению рождаемости. Непонятно мне, вот что думают вот эти вот сидящие хлопцы на Олимпе украинском, на что они надеются вообще. Но то, что, например, сегодня пишет The Telegraph, интересная очень статья, конечно. Я вот даже несколько хочу процитировать ее, если вы позволите. Вы о том, что придут американцы, разместят там свои Да, 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 ЧВК? да, 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 да. Но здесь вот есть некоторые цитаты, ну просто такие, понимаете, сверх слабоумия, я считаю. Потому что авторитетное издание не может ссылаться на какие-то домыслы, на какие-то предположения, да, причем такого характера дилетантского. Вот они говорят так, ну раз Путин заявил о том, что регулярные войска неприемлемы на территории Украины в период перемирия, вообще-то кто об этом ведет речь сейчас? Это первое. Никакого даже малейшего сигнала на это перемирие ни с российской, ни с американской стороны уже не ведется. Но The Telegraph пишет, что если в период перемирия невозможно введение в Украину регулярных войск блока НАТО, вот, или, как они говорят, миротворческих войск НАТО, вообще-то их надо еще вначале создать. То есть они не созданы. И никто в Европе об этом не говорит. Все, наоборот, отмежевываются. Италия отмежевалась, Франция отмежевалась, Германия отмежевалась от этого. Какие миротворцы? Где? Кто их видел и кто их создавал вообще? То есть, если речь идет вообще об отдельных контингентах иностранных войск на Украине, ну, действительно, российское заявление уже было неоднозначно и со стороны Владимира Путина и Сергея Лаврова. Это неприемлемо. То есть, это будут легитимные цели для российской стороны, так как плацдарм, весь плацдарм в границах Украины является, так сказать, досягаемым российским оружием. Но они здесь, в The Telegraph, пишут вообще удивительные вещи, что расчет идет на то, что Трамп согласится вести подразделение частных военных компаний. Ну, понимаете, простите, чем хрен редьки слаще? Вот я хочу спросить. Мало того, если это будут частные военные компании, и если их даже введут туда, 20-30 человек, пусть даже 100, вообще погода не решают. Ну, вообще, Нет, абсолютно. так это же при условиях, когда война остановлена. Они же Ну, должны правильно, защищать, да, да. Ну, вот то здесь смотрите, же... защищать и охранять американские активы, там, рудники, что там еще интересного будет отдано американцам. Но тут возникает вопрос другой. А от кого охранять? От Вот кого? именно. То Вот есть, именно. смотрите, перед нами, перед глазами предстает образ, вот опираясь на материал с Telegraph, который мы обсуждаем, предстает вот будущее Украины. Мое личное мнение, сейчас идет переломный исторический момент. Украина превращается, вот смотрите, мы начинали с убийства Порубия. Ну так, это просто чтобы завершить, ну вот смотрите, с одной стороны, вот того Майдана был Порубий, его сегодня убили. С другой стороны, был Портнов. Где Портнов? Почти точно так же, только в Испании. То есть мы понимаем, что что-то готовится к новому фазовому переходу. И материал The Telegraph нам рисует образ будущего Украины, где ресурсы, лакомые куски будут отданы американцам, наверное, британцам, потому что точно такой же материал вышел, и его распространяют о британцах, которые тоже как бы свои контингенты в каком-то формате хотят вести, чтобы что-то защищать. Американские ЧВК. А что же будет со страной в этот момент?
примерно что-то подобие какого-то латиноамериканского или вот там, сирийского, ближневосточного, где какие-то банды, наверное, будут атаковать и нападать на эти активы, чтобы забирать их себе или чтобы разрушать, а эти будут отбивать. Тогда пазл складывается. Вопрос только, где проляжет граница, условно, между Россией и вот такой вот новой Украиной. Потому что... Для меня, Александр, для меня пазл вообще не складывается. Во-первых, вы заметили, сами заметили, что все, что было на Украине и принадлежало ей, это уже все американское и британское. Поэтому сюда будут введены ЧВК. Но тогда, простите, а за что воюет ВСУ? Ну за что воюют? Они кричали все там, так сказать, наверху, мы захищаем нашу землю. Ну так если земля не Не-не-не, ваша уже. подождите, уже со Ну, вчерашнего дня да. Зеленский принял, подписал закон, Рада приняла, Зеленский подписал. Эта война классифицируется как война за независимость. Да что вы говорите? То есть мы были зависимы, теперь стали еще более зависимыми. Я что-то не пойму никак. Ну, Александр, вы журналист, опытный журналист. Вы же прекрасно понимаете, что все эти писульки Зеленского, да, ну, это пиар-компания. Дешевая, артистичная такая, знаете, в стиле 95-го квартала. Борьба за независимость. Так вы же были независимы. И сейчас еще независимы. Если вы так говорите, что вы независимы. Вот. Правда, получаете деньги и оружие, а без них вы никак не можете вести войну. То на каком этапе находится эта ваша независимость и зависимость? Вот эту классификацию кто-то мне может определить? И потом второй момент, что очень важно. Если с российской стороны брать, да, эту войну, то здесь идет речь действительно на глобальном уровне, что Российская Федерация не приемлет размещение на территории Украины, и это первопричина этой войны, войск блока НАТО и натовского оружия, дальнобойного оружия, ударного оружия, которое было в планах Соединенных Штатов и блока НАТО. Вот это Россия не приемлет. А вы говорите о том, что в Украине заинтересованы защищать какие-то активы, что идет борьба между кланами и устраняются те лица, которые знают что-то об этих активах и знают, кто и как может их поделить. Портнов там знал, Поруби и так далее. Это совершенно разные вещи. Это не глобальные вещи. Это жлобские, местечковые вот эти разборки. Если мы говорим об этой версии убийств. Но эти люди, ни Портнов, ни Поруби, они не являются на данный момент и не являлись государственными чиновниками. Вот в чем дело. То, что они там обладали какой-то информацией, вполне я допускаю. Но это не более того. Они все бывшие. А те, которые в настоящем на сегодняшний день рулят украинской политикой, если ее так можно назвать, ну то, конечно, очевидно, что они ведут свою игру, абсолютно свою игру. Не за, скажем так, активы, а за власть они ведут свою борьбу. Активы – это уже третий пункт. Для них главное не упустить власть. И пока идет эта война, им ни выборы не нужны, никто им не нужен, ни советы из Белого дома, особенно от господина Трампа. Им нужно лишь бы удержаться у этой власти и как можно больше и больше накапливать свои счета, которые находятся за пределами Украины. Вот что их волнует, а не украинские. Украинские активы уже давно расписаны. И сам Зеленский, давая Свириденко указание подписывать эти документы, это осуществил. Все. Украинского ничего нет на Украине. Вот что квинтэссенция всей этой дерьмовой украинской пропаганды на сегодняшний день. Если мы попробуем сопоставить вот этот путь движения, не знаю, к какому-то завершению войны, которого нет после слов Трампа, с отсутствием Трампа,
Слушайте, вышел во вторник, наговорил о том, что я и санкции веду против Украины. Ну, в общем, такие неожиданные заявления, такие фортили. Или там, ну, вышла его пресс-секретарь Белого дома, да, Левит, и говорит, значит, ни Зеленский, ни Путин не хотят, собственно, завершения войны. Я сделаю завершение, ну, я сделаю заявление позже по этому поводу. Я недоволен, но не удивлен. Вообще-то, знаете, я так даже пошутил у себя в телеграм-канале. Кстати, подпишитесь на Дудкина в телеграм, ссылка в описании. Даже, знаете, как так, ну это можно это ко всему сейчас, это время такое, да, вот можно к любым событиям вот эту формулу представить. Недоволен, но не удивлен. А, И, собственно, все. И дальше он пропадает на определенное время из публичного пространства. Опять публикуют там в соцсетях его руку с венозной недостаточностью. Кто-то сравнивает, что у королевы Британии была такая же проблема. Венс тут вдруг отвечает на вопрос журналиста: если что с Трампом, то я готов, я полон силы и энергии. Все сразу приплели конспирологию под это. Пиццу едят больше в Пентагоне, это тоже новый маркер определенных телодвижений. И Мадуро говорит, что его страна фактически находится в осаде. Отправляют флот, отправляют морпехов, отправляют силы и средства. Вовсю уже тоже слухи ходят, что вполне вероятно этот контингент американских военных отправляется, чтобы захватить Мадуро, ну или ликвидировать, или захватить его персонально. За его голову назначена цена 50 миллионов. И вот это вот молчание Трампа. Это перед операцией в Венесуэле. Если, ну, все же ждали какой-то хоть точки с запятой в вопросе Украины. Нет, он отпускает вожжи, вообще нигде не появляется, ни с этим заявлением, никаким другим. Что задумали американцы, как вам видится? Это одному Богу известно. Но скажу так, что я говорил, что Трамп утренний – это не Трамп вечерний. Он абсолютно разный, бывает в разное время суток. То, что он сказал утром, он перечеркнуть может запросто и сказать совершенно противоположное вечером или днем. Вот. Поэтому господин Трамп человек очень, так сказать, оригинальный в этом смысле. Но то, что, например, касается будущего войны на Украине, Трамп понял одно, что давить на Путина бесполезно, но мы будем это делать. Вот, судя по тому же заявлению красотки Левит, мы не оставляем Украину, это наш самый дорогой актив, если так между строк читать. Вот. И британцы им вторят в этом же, так сказать, ключе. Вот. Хоть они два злейших врага, но тем не менее это так. Они говорят, это наш актив, самый дорогущий, который мы заполучили в 2014 году. Вот. Но мы за мир во всем мире, но все-таки будем, так сказать, воевать с Россией до последнего. Теперь, что касается, вы такой плавный переход сделали к Венесуэле. Ну, когда у американцев что-то не получается, да, это было очень часто, они всегда стараются переключить внимание. То есть, ну, это, так сказать, мировая практика. Многие так делали, американцы в первую очередь. То есть, что они делают? Они объявляют, да, Мадуро, так сказать, главой картеля, наркокартеля, как они выражаются, и пытаются, так сказать, под этой вывеской борьбы с наркокартелями, значит, вести борьбу не просто с Мадуро, а с Венесуэлой. Почему? Потому что внедрение Гуайдо в свое время, как вы помните, да, несколько лет назад, под выборы, так сказать, в Венесуэле, и объявление его президентом, вот, привело к тому, что действительно народ Венесуэлы этого человека не просто не воспринял, он его выдавил из страны. Не Мадуро выдавил, а народ венесуэльский. На сегодняшний день в Венесуэле идет добровольная, пока что добровольная, объявленная, кстати, государством, мобилизация вооруженной силы. То есть там порядка уже 4 миллионов резервистов набраны. Вот. В этом смысле Венесуэла готова оказать
Соединенным Штатам достойное сопротивление, если будет вторжение на ее территорию. Да, ну, так сказать, подвели флот к берегам Венесуэлы, к 12-мильной экономической зоне. Корабли американские там баражируют. Но это всего лишь навсего пока что еще, скажем, система психологического устрашения Мадуро. Но то, что может произойти в дальнейшем, мы будем наблюдать, конечно, потому как очень напоминает это все события сентября, даже августа 1973 года в Чили. Там тоже очень долго не могли свалить правительство народного единства Сальвадора Альенде, да, человека абсолютно либерального, но с таким социалистическим уклоном в политике. И тем не менее, и даже вооруженные силы были готовы к тому, чтобы оказать сопротивление любой агрессии извне. Но тем не менее, Центральному разведывательному управлению, агентуре, которая очень активно работала в Чили, удалось подкупить высший военный состав, и они действительно провели по времени Че, так сказать, которое было также объявлено, вначале на флоте чилийском, а затем и в сухопутных войсках государственный военный переворот против законного президента Чили. Поэтому я не исключаю, абсолютно не исключаю и такой вариант развития событий в Венесуэле. Хотя это будет непросто. Почему? Потому что на территории Венесуэлы находится ряд крупных китайских нефтедобывающих компаний. Вот как поведет себя Китай в этом смысле, здесь тоже загадка загадок. Никто не может сказать. Поэтому китайцы, вернее, американцы будут, ну, очевидно, вести какой-то диалог по этому поводу с китайским руководством. Хотя в свете последних событий, вот этих тарифных, так сказать, нападок Трампа на страны Юго-Восточной Азии, Индию и так далее, говорят о том, что руководство американской администрации потеряло, так сказать, еще одну толику процент доверия в глазах руководителей Юго-Восточной Азии, в частности Китая, Индии, даже той же Японии, я вам скажу так. Потому как вначале были объявлены там пошлины 25%, а при переговорах оставили, по-моему, 15%. То есть японцы тоже крайне недовольны политикой США, как ближайшего союзника. Ну и сегодня очень, как это, с ветерком катают Моди, Да, 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 да. премьер-министр Исида, да, вот катает Моди очень быстрый, в общем, у них там поезд, да, вот он его прокатил. То есть мы видим абсолютно по-другому меняется политика, геополитика, и даже вот тот факт, что впервые пошла загруженная, ну, там, через суда, да, поставка российского СПГ в Китай, это вот тоже новость такая достаточно, ну, это прям новость. Это демонстрация того, что никаких санкций. Моди не берет трубку от Трампа. Удивляются разные эксперты. А что это так? 50%. А вот сейчас бы, допустим, отбрили бы они нефть российскую, и было бы 25%. Что это так выгодно же? Не понимает американский, ну, скажем так, капиталист Моди. У него свой капитализм у Моди. Ну и Китай дает отворот-поворот всем этим санкциям. Ну и все как-то нацелены и очень устремлены на ближайший саммит ШОС. И, понятное дело, на парад празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. Трампа там не будет. Об этом вчера сообщила российская сторона. Как вам кажется, что принесет вот это событие, которое, ну вот завтра... на самом деле событие уже началось. Российские там чиновники уже полетели в Пекин, уже там собираются делегации, гости. Но вот именно 4-дневный визит Путина, который ожидается на следующей неделе, что в контексте геополитическом может принести? Ну, в Вашингтоне, как пишет Нью-Йорк Таймс, уже принимают успокоительные. Вот. Поэтому они, конечно, подобному событию не рады. К тому же, как уже стало известно,
торжества, именно торжества, не ШОС, а именно торжества. На торжествах будет присутствовать лидер КНДР Ким Чен Ын. Вот. И уже в журналистских американских кругах предполагают фото трех: Си Цзиньпина, Путина и Ким Чен Ына на фоне, так сказать, либо Великой Китайской стены, либо на площади Тяньаньмэнь. И это их уже просто таки приводит в дикий трепет от того, какой эффект это может произвести. Поэтому, конечно, это событие, эта встреча великих лидеров, я беру по количеству даже граждан этих стран, и в Индии, и в Китае, вот, и по количеству, и по мощи энергетической, военной, конечно, это очень серьезная сила в мире. Поэтому американцы, Запад в целом, подобным событием действительно озабочен, будем так говорить. Вот есть такое выражение, да, в последние несколько лет очень муссируется. Мы выражаем свою озабоченность. Ну, кроме озабоченности, Запад, к сожалению, пока что ничего не может предпринять. Что касается, я вот говорил недавно с известными в России специалистами в области энергетических ресурсов. Да, действительно, вот вы упомянули СПГ, который поставляется Китаю с новой силой, еще более новой. И по заявлениям значит, спецпредставителя Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, Китай намерен в этом году завершить этот год торгового оборота между Россией и Китаем в 300 миллиардов долларов. То есть сейчас он где-то был на начало 2025 240, 260. Ну, россияне говорят 240, а китайцы говорят 260. Видимо, меряют каждый на свою валюту. Потому как расчет, кстати, у них все больше и больше идет сегодня между Россией и Китаем в национальных валютах, что тоже крайне бесит американцев и лично Трампа. Вот. Он считает нападками на мировую валюту американскую этих государств. А хотят довести до 300 миллиардов. Но это, опять же, за счет, очевидно, и энергоресурсов, поставляемых в значительной степени, конечно, России и Китаю. Теперь, что касается, как я уже упомянул, эксперты сказали мне, сегодня идут активные переговоры также между Индией и Россией в том, чтобы в какой-то степени снизить цены для Индии на нефть и газ. То есть как бы компенсировать ей вот эти затраты на пошлины, которые Индия будет платить за свои товары США, и тем самым стимулировать несколько в этой области энергетику Индии. Я должен сказать, что вы правильно сказали, действительно, Нарендра Моди человек очень амбициозный. Это именно он вытеснил из индийского политикума английский язык в обиходе и на государственном уровне, а ввел общение и на международной арене, и внутри страны государственных чиновников общение на национальном языке хинди. Это тоже немаловажно, кстати, что подчеркивает его национальную идентичность. Тем не менее, Моди действительно, как я уже сказал, проявляет свои политические амбиции и не хочет разговаривать с Трампом, а Трамп, естественно, Моди это понимает, будет с ним торговаться вот за эти 50% пошлин. Вот, чего-то будет выпрашивать, да? Но, очевидно, не в российско-индийских интересах, взаимовыгодных интересах, я подчеркиваю. Поэтому для Моди звонки Трампа, ну, являются довольно-таки навязчивыми сегодня. Он не хочет вообще впутывать в двухсторонние российско-индийские отношения третьих лиц. Вот в чем дело. Человек, я подчеркиваю, очень амбициозный. Даже я не припомню, чтобы таким амбициозным были там
Индира Ганди, Раджив Ганди, ну, а Джавахарлале Неру я вообще не говорю. Да, Юрий Анатольевич, ну еще один момент, одна тема, которую я хотел бы с вами обсудить. Это вот ожидающиеся учения в Беларуси 12 сентября, активная фаза, Запад 2025. Вышел Буданов сегодня и говорит, значит, готовьтесь, будет много информационных вбросов, будет много разных там инсинуаций, потому что вот сейчас вот мы заходим в этот период. Лето у нас предпоследний день. Можно, конечно, там в военном смысле попросить вас подвести итоги этого лета, но мы понимаем, да, что это такой очень обширный вопрос, и не хочется завершать вопросом ради вопроса. Но Буданов, работа у него такая, ну, работа такая, предупреждать о информационных или каких-то провокациях и так далее. В военном смысле осень 25 года, которая начнется с вот этих учений, вокруг много молвы, которых сейчас ходит, она будет страшнее, чем лето. Конечно, конечно. Осень будет очень жаркой, особенно конец осени. Ноябрь будет очень жарким. Я, опять же, упомяну те направления, по которым на сегодняшний день уже развивается успешное наступление российских войск. Это Купянск, это Красноармейск, это Запорожское направление. Ну и, как уже было в российских пабликах, заявлено, что трасса Николаев-Херсон находится под вообще пристальным вниманием российских дроноводов. То есть они как бы уже, как они заявили, россияне, охотятся, это их поле охоты на украинскую военную технику, там действительно ситуация страшная. Вся трасса усеяна битыми, подбитыми бронетехникой и автомобилями. Вот. Теперь, что касается того, что говорит Буданов. Вот. Опять же, вот этот вот треп, да, в стиле 95-го квартала меня умиляет. Ну, вы где-нибудь видели, например, чтобы глава какой-то, я не знаю, там, британской разведки, или американской, или немецкой, настолько часто выдавал какие-то перлы средствам массовой информации? То есть служба есть служба. Secret Service это секретная служба, она не должна быть в повседневном поле внимания обывателей. Это нонсенс, понимаете? А господин Буданов выдает порой такие вещи, да, иногда хочется спросить у него, мужик, ты вообще откуда пришел? И где ты учился? На кого ты учился вообще? Ну, то есть... Политолога. Да, политолуха. Но, тем не менее, сказано, сделано, что называется, да. Ну, не всегда, правда, сделано. Сделано только для ушей украинских граждан, которые еще там мучаются в этом гетто за колючей проволокой. Но то, что фаза войны обостряется, повсеместно, я подчеркиваю, на всем протяжении линии фронта. Это факт, и осень будет достаточно жаркой. Уже есть конкретные места, да, порядка 2-3 мест. Это, опять же, говорю, Купянск в полукольце, Красноармейск в полукольце, где украинская группировка находится в очень серьезном, угрожающем положении. Вот. И там несколько тысяч украинских войск. А в связи с этим моральный дух личного состава ВСУ, ну, не в лучшем находится состоянии, поверьте мне. Потому как на сегодняшний день количество дезертируемых военнослужащих в украинской армии бьет все рекорды. Об этом даже уже говорят и многие украинские чиновники и депутаты, что самое главное. Депутаты озабочены дезертирством. То есть министр обороны, там, да, вот, они не озабочены. Тот же Буданов дезертирством не озабочен. А вот депутаты озабочены, понимаете? Которые, кстати, голосуют за те же законы, абсолютно противоречивые Конституции Украины. И в то же время они где-то там кулуарно выражают журналистам свое негодование по поводу тех страшных событий, которые происходят на фронте. Законы еще те, конечно. Особенно вот Да, эта история, что если ты
оскорбляешь военного или угрожаешь Да, 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 да. ему, получаешь срок, и членам его семьи. То есть это абсолютно такой свободолюбивой, свободной, демократической. Война-то за независимость по закону Ну со да, вчерашнего да. дня. Независимой стране, да, то есть, ну, получается, у нас вот целая такая своеобразная каста произошла. Ну и, конечно же, да, все уже начинают сравнивать с законами о фейках об армии с российской стороной. Мол, чем дольше воюем, тем больше превращаемся как бы в страну, с которой воюем. Вот такие реалии. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Спасибо вам, Александр. До скорой встречи. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Вот и кончилось, ну или почти заканчивается лето. Все-таки будем надеяться на лучшее. Берегите себя и друг друга.